Всем привет, с вами Алена. И знаете, что я подумала? Что у меня так много разных видео про ноги, но нет, по-моему, ни одного с самым обычным педикюром, с покрытием. Поэтому ловите, выполним стандартный педикюр, как он есть, без прикрас и долгих вылизываний. То есть педикюр в рамках одной услуги. Хочу сакцентировать внимание на то, что я недолюбливаю глубокие карманы, особенно в педикюре. Все-таки маникюр, педикюр и все вот эти дела – это процедура травмирующая, а ноги – это то, что ходит у нас в обуви и еще и потеет. В общем, я считаю, что не стоит лезть туда, куда не нужно. То есть куда-то в недра, под кутикулу, по коленку залезать совершенно нет смысла. Поэтому выполняем мы чаще всего не глубокий педикюр. Начали мы со снятия и дальше перешли к тому, что выбираем длину свободного края, а перед этим вы наблюдали работу твердосплавной фрезой. За работой мастер Елена, как всегда. Лена привыкла снимать видосики, так же, как и я, поэтому снимает все, что делает. И знаете что? Лене прям очень сильно уж полюбились твердосплавные фрезы, особенно в педикюре. У нее прям какая-то любовь к ним невозможная. Поэтому Лена снимает все лишнее именно твердосплавной фрезой. Конечно, у нас в работе и алмазные будут, и все, что потребуется, но вот основную часть сухой кожи она предпочитает убрать именно так. Также в работе у нас твизеры. Твизеры – это такая прикольная штука, это не ножницы и не пинцеты, а что-то среднее, и на самом деле инструмент очень удобный. Дальше мы используем мы пилочку со сменными файлами для того, чтобы подпилить свободный край. И теперь у нас размягчитель специальный, такой кератолик для кутикулы. Это нужно для того, чтобы убрать все лишнее. Можно пройтись кюреточкой. В общем, ногти уже готовы к покрытию. Не забываем отодвинуть кутикулу, обезжирить и нанести все необходимые подготовительные жидкости. А теперь по поводу базы. База на педикюр наносится тонким слоем. Никаких бликов здесь быть не должно. Вы при подготовке должны были уже обеспечить ровную себе поверхность. Ну а всякие выравнивания, и это точно не про педикюр. Ну и вообще с толщиной надо быть аккуратнее, потому что ожоги, они не дремлют. Ну а дальше страшный сон мастера, черный лак. Я считаю, что черный – это самый сложный цвет нанесения, потому что одно неловкое движение, и даже если ты его сотрешь, все вокруг будет черное. А у нас, конечно же, планируется не однотонное покрытие, а будет дизайн. Дизайн у нас будет вместе с кошачьим глазом и с паутинкой, и с аэропуфингом. В общем, там будет все. И в итоге это будет нечто похожее на космос, я думаю. Ну или, может быть, вам что-то другое видите, обязательно напишите об этом в комментариях. Мы использовали черный гель-лак. Теперь наносим лак кошачий глаз, который магнитится. Магнитик здесь использован вот такой вот кругленький, получается интересный такой причудливый блик. Мне он очень нравится, хотя сейчас его почти никто не делает. Ну, что-то типа старой технологии. Но тут на малышах, конечно, я не знаю. Я считаю, что это вообще высший пилотаж. Что-то там на этих крошках сделать, потому что они настолько маленькие, что по ним кисточкой, это, честно говоря, сложно попасть. Ну, а дальше снимаем липкий слой и берем аэропуфинг, которым наносим крапушки белого, синеватого, в общем, всех оттенков, которые вам захочется. Дальше немножко добавляем блесточек и мотаем паутинку. Мотаем в свободной форме. Я думаю, что это типа что-то звездного или Млечного Пути, или, может быть, каких-то орбит. В общем, что-то такое. Проигрываем все это блесточками, как Бог на душу положит. И дальше просто остается перекрыть топом, и наш дизайн готов. Вот так просто и быстро можно выполнить красивый педикюр. За кадром оставили всякие там шлифовки и прочие дела, но это и так понятно, я думаю. А у нас готова красота. Всем, кто смотрел, большое спасибо за просмотр. Не жалейте для нас лайков, ведь мы очень старались. Ну а с вами была Алена. Пока-пока и берегите себя и свои ногти.